Привет, дорогие друзья! Мы сегодня в Ирпене. В кои-то веки приехали на какое-то время. Ну и здесь я решила в обычной газовой плите приготовить заливной пирог с рыбными консервами. На столе все, что понадобится для приготовления. Взяла я 250 грамм сардин в растительном масле. То есть это две вот такие вот коробочки. Понадобится зелень. Зелень я привезла с дачи. Вот здесь у меня зеленый лучок, укроп и чуть-чуть кинзы. 1 помидор и немного сыра. Где-то грамм 200 в общей сложности. Ну и для теста понадобится не так уж и много. 3 яйца, соль, мука, молоко. Ну, давайте приступим к приготовлению. 3 яйца выливаем в мисочку. Теперь добавляем 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Добавляем соль. Все это вилочкой просто перемешиваем. Теперь в яичную смесь добавляем молоко. Немножко перемешиваем. Я блендером перемешаю. Ну и теперь будем порционно добавлять муку. Муку просеиваем через сито. Сюда же просеиваем разрыхлитель. Количество я обязательно дам и в описании, и на экране. Количество продуктов. И теперь замешиваем эластичное, не густое тесто. Итак, тесто мы сделали. Оно должно быть средней густоты. Вот, и без комочков. Обязательно. Так, теперь мы приступаем к начинке. Тесто пусть пока растаивается. Вот 2 жестяные такие коробочки с рыбкой я открыла. И сейчас мы ее будем просто разделывать. Естественно, доставать косточки. Ну, тут в основном только хребетик. Итак, рыбку мы просто помнем вилочкой. Не совсем на кашу, а вот просто, чтобы были кусочки. Или порежьте. Масло туда выливать не надо. Это может быть не только скумбрия, может быть ставрида, может быть тунец, но в общей сложности должно быть 250 грамм. Теперь у нас на очереди помидор. Так, из помидора надо убрать всю жидкую часть и порезать на кусочки без вот этих семян и всего жидкого, что есть в помидоре. Режем на произвольные кусочки. Вот где осталась жидкая часть, ее убираем. Семечки. Вот тут еще чуть-чуть. Вот таким образом. Чтобы помидор был просто ощущался в начинке. Так, помидор вот порезали на такие кусочки. Сейчас у нас зелень на очереди. Тоже режем на небольшие кусочки. Там, где толстые веточки такие укропа или кинзы, обрываем, чтобы только была зелень. Зелень поместили к помидору. Сюда же выкладываем рыбу. Как-то так. Ну и теперь у нас на очереди сыр. Сыр режем, в смысле трем в эту начинку на мелкой терке. Сыра надо 150 грамм и плюс 50 сверху посыпать. Сыр потерли вот на мелкой терочке. Теперь большую часть добавляем в начинку. И остальное оставляем, чтобы посыпать сверху. Все тщательно перемешиваем. Можно посолить, поперчить по своему вкусу. Начинку сделали, все перемешали.
Посолили, поперчили по своему вкусу. Теперь выложили противень пергаментом. Противень должен или форма 43 на 32 сантиметра. Но у меня получилось где-то 39 приблизительно одинаково. И теперь выливаем в форму наше тесто и разравниваем ложечкой. Так, вылили тесто, теперь равномерно выкладываем начинку. Я буду выкладывать просто руками, потому что мне так удобнее. Чтобы получилось все равномерно. Выложили везде начиночку и теперь посыпаем тертым сыром сверху. Так, пирог ставим в духовку. Духовка у меня разогрета до 200 градусов. В этой духовке нет ни таймера, ничего там нет. Обычная духовка, без всяких прибамбасов. Просто ставлю в духовку, жду 30 минут приблизительно. И смотрю по состоянию пирога, чтобы он был подрумяненный. Пирог я поставила на среднюю полочку в духовке. Если надо будет, я его подниму, буду смотреть по состоянию. А вы следите за своей техникой. Ну, приблизительное время 30-35 минут при 200 градусах приготовления. Прошло ровно 30 минут. Вот достала пирожок из духовки. Ну, остынет немножко, конечно. И буду его резать. Итак, дорогие друзья, пирог готов. Получилась своеобразная такая тоненькая рыбная пицца. Давайте посмотрим, как она выглядит изнутри. На следующий день она тоже вкусная. Эта пицца. Такой сырный, сырно-рыбный вкус у нее. Так что рецепт быстрого и удобного для занятой хозяйки блюда. А на этом все. Всем пока-пока. Приятного аппетита.